Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Геймс. Продолжаем прохождение Ведьмак 3 Дикая Охота, Кровь и Вино. Дополнение к основной игре. Так, у нас с вами вот здесь была контрольная точка. Вести из Туссента. Загружаемся. Так, найти единорога и выловить из пруда золотую рыбку. Пошли за рыбкой. А в голове у меня еще шумит после вчерашнего. Потом будем искать у воды. Где там спрячешься? Приказ есть приказ. Ибо если барышня, кто-то назвал бы понравилась государство А трусливым или вы что такое мужественным, любопытное? то на какую бы Маменька его часть запрещает глядел, как не разговаривать на с ту, ней. что сражается и отправляется в страх? Так, правильно мы бежим? Вроде правильно. Золотая рыба должна быть хорошо видна под водой. Что это было? Кто-то прыгнул в воду! А так разве можно? Можно, но это плебейство. Конфета какая-то. Тофи. Еще вон там что-то есть. Нет. А, вон она. Еще конфета. Опа-на. Эй, подожди! Остановись, это важно! Король Баклан, мы приносим тебе этот дар. Прошу, будь к нам милостив, открой нам все секреты. Месяц на небе сменился, а я ждал в своем владении храбреца, что мне в дар принесет достойнейшее подношение. Ключик. Так. Испортил всю забаву! Кошмар. Это мое предназначение. Так. Класс. Эгей, привет. Здорово. Теперь пойду выпью и потанцую. Итак, до следующей недели. Так. Так. Внешность обманчива, видимо. Иди сюда. Так, дворцовые сады, единорог. Может, его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, как бы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладостей. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой?
Бежать за ним. Зараза. Почти поймал. Зараза. Почти поймал. Э. И что мне с ними делать? Найти яство, которое привлекут единорога. Яблоко. Яблоко должно ему понравиться. Готовьте его к использованию, распределив соответствующие ячейки в окне рюкзака. Зажмите, зажмите. Ну да. Где он? Лошадка, иди сюда. Вкусное яблочко. Да-да, шашлычок надо. О, отлично. Спокойно. Подсказка из рога единорога. Так, встретиться с княгиней, чтобы соединить подсказки. Электричество нефиг жечь тут. Не, искать не буду. Никаких «но». Я только же... Ваша милость, простите мою супругу. Она очень хотела выиграть. Класс. Ваша милость изволит? Не изволит. Мы действуем в интересах высшей важности. Потом я все объясню. Но ведь это против правил. Правила определяю я. Геральт, наконец-то. У меня ключик и одна подсказка. А у меня другая. Показывай. Кто это придумал? Первый слог мой в тепле. Скрыт второй у лисицы. А последний хранят все придворные лица. Так, первый слог «Мы в тепле». Скрыт второй у лисицы. Первый слог «Мы в тепле». Скрыт второй у лисицы, а последний хранят все придворные лица. Пятое пока что. Понятия не имею, о чем речь в этой шараде. Тогда сиди тихо и не мешай. Смотри, если я возьму теп от слова тепло, ли от лисицы, а потом добавлю последний слог ца от слова лица, то получится теплица. Действительно, звучит разумно. В садах действительно есть теплицы, и дверь в одной из них закрывается на ключик, такой как этот из золотой рыбки. Теплицу? Боклерский дворец. Ждите здесь.
Правильно, бабам нефиг ходить. Мечом размахивать. Ни хрена себе. У него маникюр. Что такое? Это еще что? Да постой ты, расскажи, что за мастер маникюра у тебя? Я тоже такой хочу. В Росомахе даже такого не было. Верхний город. Сейчас будем с ним тут биться. Чую я. Где-нибудь наверху смотреть надо. Я здесь. Ага, ну-ну. Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя, не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки, теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил по крайней мере 4 невинных. Мне интересно. А ты-то сколько невинных убил? Ни одного. Невинных я не убиваю, только убийц. И вот их обязательно. Я скоро закончу. Остался всего один. И ты, если не отступишь. А что потом? Уедешь отсюда и будешь убивать где-нибудь еще? Нет. Я собираюсь жить. Долго и счастливо. Красивый. Позволю тебе больше убивать. Нехорошо. Кто там? Угу. Ух ты. Ты должен сидеть дома. Регенерируй. Ты попал в беду. Я хочу помочь. Я сам справлюсь. Нет, он мой друг. Чё за... Сердце снес. И ушел. Геральт. Регис? Ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках. Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как? Когда я видел тебя в последний раз? Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости. Это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Оставь, Геральт, дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Я не помню этого. Это, может, во второй части было. Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься. Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы?
Здесь не время и не место для воспоминаний. У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить. А теперь, если позволишь, займемся тем, из-за кого мы здесь оказались. Так значит, ты здесь не случайно? Ты не утратил прежней проницательности. Я очень рад. Я приехал из-за Детлофа. По-моему, он ввязался в какие-то серьезные неприятности. Значит, так его зовут. И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более, как бы вы это сказали, зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, 3. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Детлоф не из них. Слишком ты в нем уверен. Потому что я слишком хорошо его знаю. Облик ваш различен, но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца, обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельства. Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освященным кинжалом. Ее убил Детлоф. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестии у его ног. Так родилась легенда. Как мило с его стороны. Но зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты понял, Детлоф не хладнокровный убийца. Думаю, он ввязался в дрянную историю, из которой не может выбраться. Откуда такое предположение? Когда Вильгефордс расплавил меня, мои останки нашел Детлоф. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать. А мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы, которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Детлофа сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Детлофу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. И если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи. И чем его можно настолько выбить из колеи? Как бы это объяснить? Детлоф не понимает мира людей, ваших принципов, отношений в обществе. В некотором смысле он наивен. Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти. Ты хочешь сказать, что он не приспособленный? Это может стать поводом для конфликтов. Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью. Значит, у нас общая цель, как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Детлоф не чудовище. Ладно.
но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес. Приходи туда. До встречи. У меня такой способности нет. Вот так вот. Улетать куда-то. Ведьмак, мы гнали скакунов во весь опор и, боюсь, все равно опоздали. Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю и хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным. Так, задание выполнено по следу. Новое задание. Звук. Так. Тут где-то есть лезть. Там сундук какой-то. Пойдем сходим. Блин, он меня чуть не убил, скотина. Перчатки боклерского стражника. Там есть лестница туда наверх? Как я выйти должен? Давайте дадим ведьмаку работать. Так, сходить на кладбище Мерлашес, встретиться с рейсом. Знаете что? Я хочу для начала найти доспехи легендарные. Они где-то здесь должны быть. Смотрел я где, далековато пока что. Так, а у нас есть задание. У нас есть задание. Так, отзвук дополнительный. Дом, милый дом. Навестить Гильома в лазарете. Пойдем глянем, как он там. 408. На главный рынок сходим. Опять блохи спать не давали. Так, где тут я? Ага. Сударь, вам письмо. Мне? От кого? А вот этого не знаю. Я только доставить. Держи. И спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам.
Любимый. Подозреваю, что в Туссант тебя привели более существенные причины, чем фестиваль вина. Но вдруг ты найдешь время на еще одно важное дело. Я наткнулась на упоминание о некоем профессоре Муро, ученом из Баклера, который изучал ведьмачьи мутации. Где была его лаборатория и чем он занимался, я не знаю. Вероятно, это можно найти в дневниках, похороненных вместе с профессором. Прилагаю также карту, которую нашла в той же книге. Она в скверном состоянии, но я уверена, ты сумеешь ей воспользоваться. У меня есть предчувствие, что это может оказаться важным, потому я сразу же написала тебе. Чем бы ты ни занимался, береги себя, пожалуйста. Твоя Ян. Профессор изучал ведьмачьи мутации. Дело и правда интересное. Не, ну это мы обязательно займемся, конечно. Пьянчушка. Перебрала мадам. Право собственной Корву Бьянка. Так, а у меня же там это... Дом мой. Мы живем во времена, когда культуре грозит гибель средствами самой культуры. Сохранять спокойствие! Безобразие не учиняй! Так, где тут турнирные поля? Тяжко на службе с пустым брюхом. За скандал Добрый накажут человек! лёгкой. Есть Мне закон, понадобится на это полный четкий. набор новых подков для верховой лошади. Ведьмак, нам надо срочно поговорить. Дело очень важное. Ты говоришь? А как твоя рана? Заживает, но пока нужно держаться от неприятностей подальше. Правду сказать, по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Предлагаешь ввязаться в неприятности от твоего имени? Возможно и так. Видишь ли, есть одна девушка, собственно, дама. Мне кажется, кто-то наложил на нее злые чары. Или проклятие. Дай угадаю. Она вдруг стала отстраненной и высокомерной, хотя прошлой ночью была игрива и полна очарования. Вот ты шутишь, а здесь дело серьезное. Хотя, не отрицаю, упомянутая дама очень близка моему сердцу. Боюсь, она пала жертвой злых чар, и нет никого, кто бы мог ей помочь. С чего ты взял, что речь идет о проклятии? Сохрани, пожалуйста, в тайне все, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за нее беспокоюсь. Вивиенна избегает людей. Прекраснейшая из дев, она держит мужчин на расстоянии, поэтому я и решил прибегнуть к хитрости. А разве хитрость достойна рыцаря? На войне – да. А что есть любовь, если не война? Так что однажды вечером я притаился у дома ее швеи. А когда Вивиенна выходила, я наткнулся на нее будто бы случайно и любезно, но настойчиво предложил проводить ее до дому. Она позволила, и сперва все шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путем. И в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг? Как вдруг с ее уст сорвался наистраннейший писк. Я застыл как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утек. В тот раз я не стал ее преследовать. Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности. И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней, но каждый раз терял ее из виду. Она словно растворялась в воздухе.
Ты заметил у нее еще какие-нибудь странности? Нет, Вивиенна с тех пор меня избегает. Только люди говорят, Что говорят? что она скрытная, что ее никто не видел после захода солнца, что она умеет внезапно исчезать. Оборотень, что ли? Не вижу в этом ничего необычного. Может, у нее просто болело горло? Я бы не морочил тебе этим голову, если бы считал, что это был естественный звук. Расскажи побольше о Вивиене. Кто она такая? Она фрейлина при дворе ее милости Анны Генриетты. Ее мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивьена все время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Ее нарекли покровительницей турнира этого года, и каждый участник сможет получить у нее аудиенцию. Только вот я в турнире не участвую. Я уже все обдумал. Ты займешь мое место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. Я так мечтал выиграть на этом турнире, но ради Вивиенны я готов пожертвовать чем угодно. Как вообще происходит этот турнир? Это самое большое событие в году. Сюда съехались рыцари со всего света, чтобы сразиться за величайшую награду и за славу. Будут состязания всадников, соревнования стрелков и бои пеших воинов. Я впервые прошел отбор и очень надеялся победить. Но... Да, я понял. Все ради Вивиены. Задание необычное. Не каждый день я участвую в турнирах, чтобы выполнить заказ. Так что и возьму я немало. Я не слишком богат, но хотел бы вознаградить тебя по справедливости. Сколько ты потребуешь? Так. Вивиенна стоит любых денег, но столько у меня просто нет. Ты просишь слишком много. Ну ты капец, конечно. Ради любимой. Друзья наверняка согласятся дать мне взаймы, но даже тогда мне не хватит. Может, уступишь немного? Ну ты капец, конечно. Согласен. Столько я собрать сумею. Сейчас скажи, я за это не возьмусь. Хорошо, я займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиенну. То есть? Тренировать меня будешь? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь? Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты, но даже ведьмакам нужно упражняться. И потом состязания на турнире требуют иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнем? Давай постреляем. Можем начать со стрельбы. Пойдем со мной. В состязаниях стрелков ты соревнуешься с другим участником на очки и на время. Побеждает тот, кто первым поразит все свои цели. Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона, что подстрелил тебя. Не понимаю, о чем ты. Шутник. Так. Ага. Бей в красное! Так, и что там? А в чем я должен строить-то?
Ну чё? Еще раз? Давай. Попробую еще раз. Вот вы поверите, что на каменоломне среди белых дней корова с неба упала? Чудом никто же... Еще раз? Да хорош. Хватит с меня стрельбы. Куда теперь? Если хочешь знать мое мнение, я бы на твоем месте прежде всего занялся верховой ездой. Займемся верховой ездой. Плотва будет рада. Хорошо. Пойдем со мной. Песнь рыцарского сердца. Подожди. Заезды на турнире отличаются от обычных скачек. Здесь у тебя не будет никаких соперников. С кем тогда соревноваться? Это бой с самим временем. На состязаниях маршрут начинается на арене, затем идет на поля и обратно на арену. А учебный маршрут для рыцарей здесь, за ареной. Туда мы и пойдем. Надо все-таки сходить. Хамье повсюду. Это боги послали бестию, чтобы покарать нас за наше прегрешение. Ты что делаешь? Должен был почистить мой меч. Но я же почистил. Всю ночь тёр. Ешь, пей, рассупонивайся. Вот тут Ты индивидуум. кусайте. Аж бояться страшно. Ведьмак. Предвестник беды. Чё? Чё, куда идти-то? Все готово. Теперь послушай, потому что это действительно сложно. На маршруте расставлены куклы и щиты. Куклы ты можешь рубить мечом, а по щитам надо стрелять. Тогда Ого. тебе будет начислено дополнительное время. Звучит это, может, и несложно, но поверь мне, многие рыцари проиграли в этом состязании и ушли с позором. Во время настоящего заезда твои очки будут подсчитывать судьи, но пока езжай спокойно. Так, конный бой. Зажмите кнопку атаки, чтобы перейти в замедленный режим, так вам будет легче попасть в цель. Геральт сам выберет направление атаки в зависимости от того, где находится враг. Стрельба. Зажмите кнопку прицела, чтобы войти в замедленный режим. После этого плотва сама будет поддерживать выбранный темп, и вам не придется удерживать кнопку галопа. Ну, попробуем давай. Чё, не попал? Я не понял. Спасибо. Ох ты, черт. Ну и чё? Поедешь еще раз? Я могу расставить новые куклы. Ну давай. Еще раз проехаться не помешает. Без тренировки ведьмак не ведьмак.
Да что ты будешь делать? Что за фигня? А, я сделал, да? Ну, а что тогда? Блин, я думал, что я не попал. Да что ты? Плотва, давай не подводи меня. Погоди, плотва. Теперь помедленней. Ну что, хватит? Или желаешь проверить Хорош, еще я раз? понял, в принципе. Хватит. Не хочу загнать лошадь до начала состязаний. Куда теперь? Вот остался только бой. Я бы не прочь размяться и помахать мечом. Замечательно. Это будет пеший бой 1 на 1. Каждый здесь упражняется на свой лад. Например, Рейнфарн сражается алебардой. Пойдем со мной. Ты будешь драться в дружине вместе с другими рыцарями. Такие стычки имитируют настоящее сражение. В конце ты проведешь поединок, который определит твое место. Я всегда так любил поединки, но теперь думаю только о Вивиене. В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь. Чувствую, сейчас я не смог бы собраться. А ты видел ведьму Лишилась благородства. Щедрость превратилась... А может, и глаза мои видят? О! Куда ж ты подевался в последнее время? Здравствуй, Перси. Ты должен знать, что я подумал. Давайте, давайте, люди! Стань посреди учебного поля. Кто-то из рыцарей тебя вызовет. Достойно Меня есть 2 и раза просить не справедливо, надо. ведьмак, что на призыв досточтимой княгини ты прибыл. Конец! Это конец! Быстрей! Быстрей! Ну, сколько мне еще ждать? Конец! Это конец! Ага. Понял. Хочешь еще поупражняться в бою? Хорош. Хватит с меня. Прости за прямоту, но самый простой ведьмачий заказ требует больше умения, чем такой бой. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славой, но и бумаги должны быть в порядке. Ровно до тех пор, когда вдруг раз и не мила вовсе. Еще и записываться надо. Вот так индивидуум. Аж бояться страшно. Кто нападет на след бестии? Пускай обратится к Под ноги-то гляди! Хитрость пришла на смену чести. Может поменять имидж? Щедрость превратилась в стул. Причесать! Приветствую, добрый господин. Мгм. Можешь меня подстричь? Не. Пускай будет так.
Пускай будет так. Мне пора. До скорого. Нормально. Сапожище все в грязи, волосы сальные на куче. Ты что делаешь? Приветствую. Хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома я исследовал историю твоего рода с точки зрения геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Нечасто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Интересно, что ж ты разузнал о Геральте из Ривии? В 67 году некий Геральт, член гильдии ведьмаков, был произведен в рыцари королевой Мэвой и именован Геральтом из Ривии. Этой честью он удостоился за особую доблесть, проявленную в битве за мост на Яруге. Полагаю, ты знаешь, о какой битве идет речь. Да, были времена. Мы вдвоем с Кагыром повели горстку северян против нильфгардского отряда и снесли их, потому что мы должны были обязательно перебраться на другой берег. Равикс из Черторога? Как ты до этого докопался? Здесь, в Тусенте, мы относимся к геральдике очень серьезно. Один визит в княжеский архив, и я узнал все необходимое. Как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого, ты присутствовал на пиру в честь 15-летия принцессы Паветы, дочери королевы Каланты из Цинтры. Все верно. Равикс Черторог, Геральт из Ривии. Меня зовут Геральт, я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит – знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. В таком случае спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Награда. А чё, погоди, присяга. Ты что-то говорил о присяге? Согласно нашим обычаям, рыцарь выбирает себе присягу, которой он будет связан на все время турнира. Он клянется чем-то, что составляет для него особую добродетель. Не скрою, меня очень интересует вопрос награды. Победитель каждого состязания получает трофей. Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира. Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду – меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Асенгарда, знаменитый мастер-оружейник. Меч, это хорошо. Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Клянусь любовью дамы Йеннифер, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе.
Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Да, блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Ну что ж, пойдем. Чувствую себя этим хорватом. У них же такая форма футбольная. Сборной Хорватии. Ведьмак! Приветствую. Тушеные железы эндряги, собачьи носы, налетай пока горячие, крученые свиные ушки, птичьи язычки. Так, стоп, а тут есть кого-нибудь? Кинуть барахло-то? Блин, некому, да? Раскланивайся, ты в Тусенте. Приветствую. Осторожней, дружище. Это я так не побегаю. Вы слышали, что в порту бегает какой-то псих и купцов голой письки Мне-то пугает? больше всего нравится, когда из лука стреляют. Может, в этом году опять кого-нибудь застрелят по случайности. Так, а сколько у меня? Блин, на 17 килограмм. А что сбросить-то можно? Так, ну это мои штаны. Что-нибудь подешевле же можно сбросить? Дубинки, может, какие-нибудь. Я бы скинул что-нибудь кому-нибудь. А, вон там кузнец. Ну-ка, пойди-ка сюда. Сейчас мы что-нибудь кому-нибудь сбросим. Яма. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Что у тебя там? Так, ну все, так. Ой. Я что-то не то продал. Хотя забирает. 414 506. А у меня что? Серебряный меч. Не, у меня хуже. Что мне по деньгам? 300, да? Ну и ладно. Сейчас тебе сбросим все как барахло. Просто как кривая сам. О, тут какая-то лопата есть. Такс. Так, это школа кота, кота. 77 броня, у нас 73.
И вот эту всякую херню сбросим. Сто восемьдесят семь. Все. И что ты можешь сделать? Так, что еще? Так. Ну все, хватит. До встречи. Значит, ведьмака надо было вызывать? А рыцари-то на что, я вас спрашиваю? Знаешь, какой должен быть князь? Эй, ла-ла-лей. Геральт, что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райнфарна из Аттера. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Наркоман сраный. Нильфгардцу запретить. Послушай, хочу тебе кое-что сказать. На состязаниях в стрельбе твой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в винт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин, солнце мне не помешает. Солнце, да? Обойдусь. Спасибо. Может, в другой раз. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вивьен. По красным Привет, надо. благородные рыцари. Мне выпала почетная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Перед вами Классная Хорват одежда. Акерспар, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новый участник, неизвестный прежде, рыцарь Геральт из Ривии. Поприветствуйте нас. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший. Ну ты, конечно, разоделся. Хотя я тоже не лучше. Такс. Солнце, говоришь, да?
цели ведьмак убирает с дороги. Суждено ли ему выиграть или терпеть поражение, как многие? Геральт из Ривии вдруг выходит... Все. Солнце, фигня какая-то. Геральтом в пух и прах разгромлен противник. Повержен, будто бы он грешник богопротивный. Вот награда, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. Опта. У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно — магию. Боюсь, мое объяснение тебя разочарует. Все дело в духах. Их делала для меня моя чародейка. Проиграть такому противнику, как ты, в каком-то смысле тоже победа. Прими мои поздравления. Благодарю. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивьене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдем. Да, идем. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то подойдет, я заухаю совой. Явные следы когтей, не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный. О, Вивиенна. Глаза. Наизанская соль. Как лето. Вивиен здесь делают Птицу в компрессы. клетке. Если так, то не здесь. Бруксы питают слабость к птицам. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только Йен помешана на цветах. Кто-то идет. Быстрее. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Так, подожди-ка. Что вы там? Карта Туссента, такс. У меня же записка где-то была, правильно? Расходы блатофианин. 14 локтей. 140 такс. Мать магическая. Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Что слышно? Как ваше здоровье, сударь? Нормально. Так, пойдем. Что там у нас? Ах, цвет рыцарства. Ребята, как на картинке. Жареная жабья икра! Лошадь. Глаза на вертеле! Храбрые рыцари, благородные дамы, к нам прибыл цвет рыцарства лучший самый, из дальних краев, все с великой охотой. Прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы годами. Альмерин, барон Лонфаля, Линос из Метины,
Райнфарн и Сатре. Хормакерспарк из Мехта. Данимир из Труа. Ги де Буа-Фресне, рыцарь княгини Анариетты. Дельвин из Крижо. Граф Тайлес из Дорндаль. Анси, принц Лирии и Ривии. Геральт из Ривии. Принц Ривии и Геральт из Ривии. Аплодисменты Грегуару де Гаргон. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. В смысле невежество? Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева, произвела тебя в рыцари, а ты бежал из ее войска через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня. А твое оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Вот королева турнира Вивиенна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире, и только на нем. Ваш час настал. Пришпорьте скакуна, но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры. Туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Пред нами славный Геральт промчится во весь дух. Скакун его, как ветер, а силы в нем на двух. И с грохотом копыт пошел, бегом прыжком, как смерч, как гром. Так. Ничего, главное не упустить бы нам. Черт возьми. Да что ты? Спасибо. Давай, плотва. Не отхожу я от маршрута, все нормально. Опять? Зараза. Надо мне больше упражниться. Еще больше. Да что ты будешь делать? Спасибо. Надо мне больше упражниться. Еще больше.
Спасибо. Угу. Чудовище, дикие коты, проходимцы. Мастер-ведьмак, не ищите ли мастера? Так, 4 из 9 этапов зачтено. А почему? Ага, опять. Да что ты будешь делать? Походу я проиграю, еще раз придется. О, спасибо. Не успел, да? Ай-яй-яй, неудача. Хорошо бы с мечом все вышло иначе. Пойдем со мной на пир. Подождем вместе Вивиенну. Выпьем. Годится. Что там? И что скажешь о Вивиенне? Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я нашел пару улик. И вот думаю теперь, твоя Вивиена часом не Брукса? Брукса? В смысле, упырица? Я пока не уверен. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. Не, на работе я не пью. Опа-на. Перчатку мне бросил. Твое присутствие на турнире оскорбляет мою честь. Я требую удовлетворения. Ну иди там Тогда в туалете. Да-да-да, в туалете там. Я вызываю тебя на конный поединок на главной арене. У меня дела. Потом как-нибудь подеремся. Ты не можешь отказаться от поединка. Это бесчестный поступок. За это тебя вычеркнут из списка участников турнира. Что тогда будет с Вивиенной? Трус. Ладно, встретимся на главной арене. Да смоет пролитая мной кровь твою трусость. Давай уже разберемся. По-быстрому. 3, 2, 1. Вот и все. Оскорбился? Какие грехи, но боги покарали меня поражением. Только не думай, что твоя трусость будет забыта. Зараза, ты опять за свое? Давай разберемся раз и навсегда. Я должен был покинуть лагерь твоей матери, потому что один человек ждал моей помощи. Я не мог. И не хотел ему отказать. То есть ты отправился с тайной миссией, присягнув никому не открывать ее сути, пока не достигнешь цели? Более-менее так, не считая присяги и того, что я по-прежнему не хочу открывать сути этой миссии. Такое объяснение тебя устроит? Ты согласился выйти против меня и вел себя по-рыцарски. Я принимаю уверение человека чести. Я рад.
Теперь я вернусь к работе. Только всего. А сколько шума-то было? Поединок остался. Сердце мое радуется, когда я наблюдаю этот прекрасный праздник доблести и чести. И вас, истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом, со славным Грегуаром де Гаргон, победителем прошлогоднего турнира. Жопу-то выставил. Веселитесь на славу, но помните об испытании, Чем такой большой? ждет вас завтра. Так. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. А этот седой все пялится на барышню. Вену. Маньяк должно быть. Странно, я был уверен, что она здесь. Просто растаяла в воздухе. И эта птица улетает. Попробую пойти за ней. Похоже, птица куда-то меня ведет. Кабан. У тебя сегодня плохой день. Ах ты черт! Где птица-то? Казан. Отлично. Пантер тут развелась.
думал, что фазан на меня нападет. Птица улетела за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. А что это? Сейчас там в пещере кто-нибудь. Так, а сохраниться-то можно? Ага. Э. Контрольная точка. Ах ты черт. Охренеть. Так. Что у нас тут есть? Там какой-то мертвец. Есть. Это все? Тут что у нас? Стоп. Да, тут больше ничего нет. Кольцо какое-то. У меня же какие-то кольца-то есть вроде, нет? Шоры. Так, седло. 75, тут 65. Дополнительное золото. Так, объем сидельных сумок. Так, ладно, погнали. И что нужно, все взяли. Так, тут еще. Сейчас еще какой-нибудь очу тут встретим. Ведьмак? Госпожа Вивиена, ты рассчитывала, что я погибну? Да. Думала, ты такой же, как эти рыцари.
Любитель турниров, бессильный против настоящей опасности. Я ошиблась. Значит, все-таки ты не Брукса. Никто? Я подозревал, что ты можешь быть вампиром. Ну, из-за некоторых деталей. Но я ошибся. Да и неважно. Ты часто бываешь на этой поляне. Ты прав. Здесь все началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось все именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Убийца, что ли? Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. И побыстрее, прошу тебя. Я не стану сопротивляться. Ведьмаки охотятся только на чудовищ, и то не на всех. Ты не чудовище. Кто же я тогда, по-твоему? Зачем гадать, если ты сама можешь рассказать? Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильем тебя натравил? Он хотел помочь и попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня, я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня? Пообещай, что никому не расскажешь. Тебе нечего бояться. Я хочу тебе помочь и ничего никому не скажу. Если только не решу, что без этого не обойтись. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение иволги, гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему, и никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Чудовище захотело платы, а когда родители сказали, что у них ничего нет, ответила, что заберет их нерожденную дочь. Родители описывали это существо? Они называли его нимфой, рожденной в чаще леса, без матери и отца. Но когда все началось, я была слишком юна и несчастна, чтобы расспрашивать. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолуние. А теперь дошло до того, что даже днем я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. На самом деле, когда я шла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне именно это. Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Баклана. Я смог полностью его излечить. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклята еще до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности невинные жизни. Это единственный способ? Единственный и абсолютно безопасный. Значит, есть и другой? Ты так категорично отвергаешь помощь? Перенесенное проклятие будет действовать гораздо слабее.
Даже слышать об этом не хочу. Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьезные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили еще до твоего рождения. Ритуал перенесет проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но, возможно, ты проживешь ровно столько, сколько обычно живет Иволга. 7 лет. Понимаю. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне 7 лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай еще. Подумаю. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Да, давай вернемся, но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. А голый выйдет. Гильем, наверное, обзавидуется. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Интересно. Откуда у тебя одежда? А, припрятана, наверное. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак! Я с ума схожу от беспокойства! Что с ней? Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для нее только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить ее. Вивиена открыла мне свою историю по секрету. И я поклялся, что никому ее не повторю. Но я же не абы кто. Я бы все для нее сделал. Это я попросил тебя ей заняться. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень жаль. Думаю, со временем Вивиена поймет, чем тебе обязана. А пока что просто запомни. Не весь мир вертится вокруг тебя. Не смей меня поучать. Не такой помощи я от тебя ожидал. Еще и место свое уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Вивиеной у меня за спиной, до турнира тебе и дела нет? Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена все равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Мы уже знаем состав обеих команд. Я капитан вашей. Это значит, что во время боя вы должны слушать меня. Ясно? Дружину противника поведет Пальмерин де Лонфаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218 года под Лисьими ямами, когда разбойничья ватага южан под началом Халлора Бурова напала на Туссент, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Пальмерин вытянул короткую соломинку, значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Нет,
Не думаю, что ты нам хоть на что-нибудь сгодишься. Ты понятия не имеешь о рыцарском поединке. Но постарайся не мешать. Время пришло, судари мои. Берем оружие, выходим на арену. Какой самодовольный. Не мешать ему. А меч у меня для чего? Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своих. Кому же добродетель в сражении не указ, пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Раз я о всем об этом уже поведал вам, хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным же в удел суждены лишь печали. И начинаем! Более времени не теряем. Лонфай! Вперед! Вперед! За ее сияние! Еще можно сдаться. Жалкое зрелище. Так, я ничего не пойму. Остался только Геральт. Шутить не стоит тут. Но встанет ли на поле, коль прочих унесут? Охренеть, а что, это вы меня одного тут оставили? Пора заканчивать. Вперед! Без устали! Разом! Дружно! Ух ты. Кали! Руби! Бей! Зрители! Как страшен удар могучий был! И как должно быть больно, коль бьют вас со всех сил! Всё? Таких ожесточенных боев не видел свет, ведь бились на арене лишь те, в ком страха нет. Как в жизни победителем зовут лишь одного, сегодня выиграл лучший. Приветствуем его! Пальмерин де Лонфаль и Грегуар из Гаргоны будут биться за титул во славе рожденный. Сударь Геральт с сильнейшим не смерится силой. Хоть надежд было много, очков не хватило. А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитков божественных сладостей. Блин, мне очков не хватило. А переделать уже нельзя, к сожалению. Здравствуй, госпожа. Ты решилась? Да, я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности, а потому выберу способ с яйцом. Если нужно яйцо Иволги, я знаю, где его искать. На моей поляне есть гнездо. Погоди минутку. Можешь объяснить, в чем заключается ритуал? Да, но у твоего шатра вдруг выросли уши.
Покажись, Гильем. Я слышу, как ты дышишь. Я знаю, что это ты. Что ты тут делаешь, рыцарь? Это личный разговор. Геральт, что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? Ничего я не замышляю. Это он меня нанял, но дело касается тебя, а не его. В любом случае, я его не приглашал. Я очень удивился, что он пришел. Я здесь, чтобы служить тебе, госпожа. Я к твоим услугам. Я сделаю все, что ты пожелаешь. И что, это все? Все, что ты можешь сказать? Ну, собственно, да. Так сделаешь все, что пожелаю. Хорошо же. Слушай, ты выйдешь сейчас из этого шатра, развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать, пока турнирные поля не скроются из виду. Вернешься ты лишь тогда, когда остынешь, и навсегда оставишь меня в покое. Вот это да. Вот это она его развалила. Госпожа, но твое несчастье. Я хотел, потому как ведьмак... Прочь! Сейчас же! Ты говорил, что я могу тебе доверять. Я не сказал ему ничего, кроме того, что он и так знал. Он тебя нанял? Ты должен был отчитаться перед ним. Но это не его дело, Геральт. Это моя жизнь. Ты уверена, что поступила верно? Не слишком ли быстро ты отвергла его помощь? Без него мы не проведем ритуала с отражением в воде. Для него нужен тот, кто по доброй воле примет на себя твое проклятие. Неужели ты думал, что я соглашусь на подобное? Нет, Геральт. На лужайке ты говорил о ритуале, который не требует участия восторженных рыцарей. Я бы хотела воспользоваться им. Надо поискать птичье яйцо, лучше всего яйцо Иволги. Ритуал сам по себе не сложен, но я тебе говорил, какие будут последствия. Ты все еще хочешь этого? Да. Я видела гнездо на лужайке, где мы разговаривали. Но прежде чем мы пойдем, скажи, что станет с птенцом? Нам придется разбить яйцо. Не всех ждет счастливый конец, ты сама говорила. А исполнение мечты требует жертв. Я знаю. Хорошо, пойдем. Взяла пацана. Но он мне отомстит, походу. Мне так кажется. Мы пришли. Ну, наверное, по-другому нельзя. Гнездо нашла пантера. Отойди, я этим займусь. Яйца упали на мох. С ними все хорошо, но одно треснуло. Оно годится? Вполне. Что мне делать? Для порядка спрошу еще раз. Ты точно хочешь это сделать? Если все удастся, изменения будут необратимы. И, вероятно, тебе останется лет 7 жизни. Не больше. 7 лет без страха, что кто-то увидит меня в неподходящий момент. Без клейма выродка.
и чудовища. 7 лет настоящей жизни. Да, Геральт, я точно хочу это сделать. Хорошо. Соберись. Держи яйцо и повторяй за мной. Муанна Гандерау. Муанна Финерат. Муанна Гандерау. Муанна Финерат. Муанна Гендерау. Муанна Финерат. Муанна Гендерау. Муанна Финерат. Зараза. Геральт, смотри! Смотри! Боги, я смогу ходить на балы. Я поеду в Оксенфурт или даже в Новиград. Спасибо, ведьмак! Благодари Гильома. Это он меня нанял, чтобы тебе помочь. Да, ему я тоже благодарна. Ты передашь ему, хорошо? Может, лучше ты сама это ему скажешь? Может и лучше. Но мне бы не хотелось. Пожалуйста, передай ему мою благодарность. Хорошо, я передам. Прощай, Вивиена. Вернуться к Гильому. 500 метров, нифига себе. Так, а где он тут у нас обитает? Турнирные поля, дворец. Сначала мы во дворец прибежим. А, во, лошадь моя. Тяжко на службе с пустым брюхом. Святой ли видал? Настоящий ведьмак. Удачи на охоте, ведьмак. Любовь моя. Геральт, что с Вивиенной? Я снял проклятие. Правда? Теперь все будет хорошо? Она поправится? Она просила передать тебе спасибо. Благодаря тебе она может жить нормальной жизнью. Хорошо, но что с ней? Вивиена выбрала то, что хотела. Теперь она свободна. И, мне кажется, счастлива. Без меня? Ты помог ей, но это не значит, что она должна была тебя полюбить. Как любит говорить мой знакомый поэт, если кого-то любишь, позволь ему улететь. Знаешь что, Геральт? Вот, возьми плату, ты ее заслужил. Оставь свои советы при себе. Прощай. Не, ну здрасте. Есть ведьмак, нет проблем. Спасибо, что вы приехали, господин. Песня рыцарского сердца.
Такс. Достойно есть и справедливо, ведьмак, что на призыв... Сохраниться теперь можно? Офигеть вообще. Ты прибыл. Вивьен де Табрис. Почему не удается сохранить-то? Не пойму. Еще, по-моему, ни одно мне не удалось сохранить. Дашь мне пострелять из арбалета. А мудрость лишилась. Странно. Ну ладно, разберемся с этим потом. Превратилась в скупость, а храбрецы стали трусами. Так, куда нам теперь? Вот звук. Не, у нас еще там задания какие-то были. Так, перемена. Дом, милый дом. Пойдем домой. Значит, и у богов нет к нам больше сочувствия. Какие у нас странствующие герои, что ведьмака надо было вызывать. Очень ты мне понравился. Приветствую, вашу милость. Мое имя Варнава Базиль Фолти. По поручению княгини я буду исполнять обязанности дворецкого в Корво-Бьянко. Прежде я успешно нес службу в родовом поместье семьи Кнебельи, а также в Назаире у адмирала Рампали, который, как вам, возможно, известно, был чрезвычайно требователен. Погоди, Варнава Базиль. Уверяю тебя, я не совсем обычный землевладелец. По правде сказать, это первый собственный дом в моей жизни. О, в таком случае доверьтесь мне. Я все устрою и буду следить за порядком. И в скором времени это место станет лучшей винодельней в округе. Я уже вижу, что дом в надежных руках. Похоже, у этой винодельни богатая история. Кому она принадлежала до меня? Княгиня приобрела его у барона Росселя, когда тот разорился. Он, в свою очередь, купил его у господина Балюса, герба палачей. Очень яркий был человек, родом из Кейдвена. Он действительно был палачом? Нет, сам он нет, а вот его пра-пра-пра-прадед точно. По слухам, он был обычным душегубом, но каким-то чудом получил при дворе в Боклере должность княжеского палача. Говорят, очень он был усердный. Отрубил больше голов, чем виноградных лоз в королевских виноградниках. И ни разу при этом не колебался. Всегда рубил ровно, работал на совесть. За выдающиеся заслуги прежний князь пожаловал ему титул и эти земли. А господин Балюс в молодости был инженером. Выйдя в отставку, он обосновался здесь и занялся виноделием. К сожалению, по воле рока, сперва он утратил обоняние, а затем и вкус. Кроме того, лекари запретили ему употреблять алкоголь. Неприятно. Ему пришлось оставить виноделие? Куда там? Он стал делать еще больше вина. Начал устраивать шумные приемы, приглашал друзей со всей округи, угощал их своим вином и радовался, видя, что, по крайней мере, их он делает счастливыми. Вот таким вот был господин Балюс. Может, пройдемся немного по Корво-Бьянко? Разумеется. Прошу за мной. Думаю, что разумно будет начать с холма.
Вот владение вашей милости во всем своем великолепии. Сколько всего. Дырявые домишки. Сомнения. Я покажу вашей милости некоторые интересные детали. Прошу за мной. Ты всю жизнь был дворецким? Да, я родился в семье потомственных дворецких. Мой отец был дворецким, и дед. Двоюродная бабка была домоправительницей. Собственно, с нее все и началось. Двоюродная бабка? Женщина с характером. Говорят, она с раннего детства твердо знала, чего хочет. И добилась этого. По прибытии в Буклер она сразу же нанялась горничной к одному виноделу. Постепенно дослужилась до домоправительницы. И в конце концов пристроила всю семью. Здесь проживает прислуга. Тот зеленый дом занимаю я. С соизволения княгини я нанял полный штат прислуги за счет княжеской казны. Как мило с их стороны. Надо признаться, это не самая живописная часть имения. Но, наверное, вашей милости стоит знать, где проживают ваши слуги. Ну, ничего так. Сойдет. Телевизора нет, а так ничего, нормально. В этой части имения барон Россель приказал выкорчевать виноградники и на их месте посадить оливы. Прекрасный вид, особенно весной. Сейчас тоже неплохо смотрится. Чтоб семья меня признала, надо выпить. Перед нами ваша винодельня. Здесь растет сорт Карванере, один из старейших в мире. Вино выдерживают в дубовых бочках. Оно обладает изысканным вкусом с нотами ежевики, дикой вишни, сливы и корицы. Надо будет попробовать. Вот башка баранья! Я из-за этой катаракты ничего не вижу. Охренеть. Красивый колодец. Да, хотя он давно уже пересох. Когда господин Балюс устраивал здесь шумные пиршества, колодец наполняли вином. Рассказывают, что некогда один из гостей, впервые посетивший этот дом и незнакомый с обычаями, решил броситься в колодец из-за неразделенной любви. Пир уже близился к концу, колодец почти опустел. Незадачливый самоубийца прыгнул в колодец, но не убился, а лишь переломал себе ноги и стал пить вино, чтобы заглушить боль. Упился до смерти? Что вы? На утро, когда его нашли, он решил, что стал свидетелем двойного чуда. Вода превратилась в вино, а сам он выжил. После этого он удалился в монастырь в Драконьих горах и начал проповедовать мудрость пророка Лебеды. Нина, жена господина Балюса, устроила здесь сад. Ах, какое прекрасное место было! А теперь слегка запущенное. Согласен. Однако же ничто не мешает восстановить его былую красоту и вновь посеять травы и иные растения. Ну вот ты им и займешься. Прошу следовать за мной. Прошу следовать за мной. Госпожа Нина сажала здесь мелкие нежные цветы и травы. Их аромат, можно сказать, еще витает в воздухе. А ты сентиментален, Варнава Базиль.
Что, все? Башка баранья. Я из-за этой катаракты ничего не В особо урожайные годы в этом месте был дополнительный погреб для вина. Если приложить немного труда, получится неплохое стойло для плотвы. Здесь находится винный погреб. Во времена господина Балюса тут хранилось вино, а при бароне Росселе еще и оливки. Я позволил себе немного прибрать беспорядок, который я устроил, когда дрался с Бруксой? Спасибо, Варнава Базиль. Очень признателен. Что там? Работать надо, пока еще видно. Прошу следовать за мной. Нетрудно заметить, что фасад, скажем так, слегка неопрятен. Но нельзя отказать ему в определенном, неуловимом южном очаровании. Это точно. Но немного неуловимо очаровательной краски ему не помешает. Прошу следовать за мной. Ну иди давай. Кто грязь отмывает, тот счастье теряет. И вот мы внутри. Налево хозяйская опочивальня, направо столовая и кухня. Наверху гостевая комната, которая в настоящий момент используется как кладовая. Неплохая идея. Пока что меблировка дома скудна, но я надеюсь, что общими усилиями нам удастся изменить все к лучшему. Если, скажем, повесить здесь несколько картин, это придаст интерьеру совершенно иной характер. Теперь ваша милость знает, как все выглядит. Корво Бьянко – прекрасное имение, хотя, к сожалению, годы не прошли для него бесследно. Если, простите мне мою смелость, если вашей милости будет угодно вложить некоторую сумму в ремонт и отделку, я всегда готов служить советом. Охотно воспользуюсь твоим предложением. Когда решусь на ремонт, обращусь к тебе. Да давай сразу ремонтируй. Ты говорил, здесь можно что-то отремонтировать. О, определенно. Вопрос лишь в том, с чего ваша милость желает начать. Давай с дома начнем. Я вот тут думал немного подкрасить. Может, обновить стены снаружи? Если позволите дать вам совет, почему бы не заняться общим ремонтом? Я руководил такого рода работами в летней резиденции адмирала Ромпали. Результат был ошеломляющим. Мало того, что резиденция совершенно преобразилась, мы к тому же нашли место для выставки доспехов и оружия из личной коллекции адмирала. 5000. В общем, все в твоих руках. Пусть тут все сияет. Я немедленно возьмусь за дело. Не пройдет и суток, как я приглашу сюда людей, которые ремонтировали резиденцию адмирала. Это лучшие работники в наших краях. Думаю, при их мастерстве работа не займет много времени. Готов поспорить, что уже через 2 дня ваша милость сможет наслаждаться прекрасной новой резиденцией. 2 дня? Нифига себе. Что-нибудь еще, что я мог бы для вас сделать? Мне кажется, ты жулик. За 2 дня. Подумал, что-то мне сегодня не хочется обсуждать ремонт, но я хотел бы тебя кое о чем спросить. С превеликой радостью отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Так, ну что? Теперь-то можно сохранить? Ну, это что-то какая-то ошибка.
Ну что, все тогда пока что? Да. Что, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Ведьмак 3 Кровь и вино. Дополнение к основной игре Дикая охота. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Следить за обновлением канала в социальных сетях, ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылочка на донат. Кто хочет, то может поддержать канал, милости просим. Вам, как говорится, не сложно, мне будет приятно. Любая сумма. Всем пока, до будущих стримов.